Всем привет! Вы на канале Основы ремонта. Дождался я посылочку. Пришла мне вот эта все-таки лазерная рулетка. Я, естественно, ее уже вскрывал, пользовался ей. А сейчас давайте вместе с вами откроем, посмотрим комплектацию и расскажу, что она из себя представляет. Значит, это компания Sigman, модель SD60. Так, коробочка, ну, понятно, на это мы внимание не будем обращать. Чехол, на первый взгляд, сразу видно, что качественно. Но материал вот этот, честно вам сказать, он для стройки не очень пойдет, он будет сильно пылиться. Но он очень прочный и надежный, даже вот просто по ощущениям. Это уже говорит о том, что люди как бы немножко позаботились о клиенте. Так, открываем чехол, в комплекте у нас идет провод, зарядка у нас Type-C. Сама лазерная рулетка, корпус алюминиевый и как бы фрезерованный, с ребрами жесткости. То есть достаточно прочный корпус, не пластик, это алюминий. Здесь смотрел тоже другие обзоры, ребята говорят, что вот это стекло, но это, по-моему, не стекло, это тоже пластик. Часто спрашивают, если здесь резьба под штатив, здесь нет никакой внешней резьбы, то есть никуда вы его не прикрутите. Да я вообще не понимаю, для чего это надо. Если кто-то знает, для чего здесь нужна резьба для лазерной рулетки, напишите, пожалуйста, в комментариях. Максимальная дальность измерения данной рулетки это до 120 метров. Здесь аккумулятор у нее встроенный, здесь не батарейки, то есть они не вынимаются. Встроенный аккумулятор на 3700 мА, тоже я прочитал, это порядка до 8000 измерений. На очень длительное время вам хватит этого аккумулятора до следующей перезарядки. Рабочая температура в характеристиках указана от минус 20 до 60 градусов плюс. Защита от грязи и пыли второго класса, это, по-моему, IP54. То есть, в принципе, его можно под дождем подержать немного, ничего с ним не будет. Ну и в пыли настройки тоже с ним ничего не случится. Сохраняет он до 100 последних измерений. То есть, нащелкали, намерили, можно вернуться и посмотреть, какие измерения вы проводили. Рулетка имеет очень мощный магнит. Так как у меня уже ремонт сделан, здесь, в принципе, уже на стадии завершения, у меня нечего, никаких профилей нет, ничего, вот газовую колонку нашел, она металлическая, вот смотрите. Магнит очень мощный, достаточно мощный. Если кому-то надо, такая функция у нее тоже есть. Но самая фишка этой рулетки — это двухсторонний лазер, то есть она снимает с двух сторон. У нее вот с этой стороны луч и с этой стороны луч. Чуть попозже я вам расскажу, почему это круто. А теперь давайте пробежимся по его функционалу. Так, включается вот на эту кнопочку. Смотрите, еще прикол. Здесь поворотный экран. Проводим измерение так, горизонтально поворачивается экран. Так поворачивается экран. Так поворачивается экран. И еще вот так поворачивается экран. Круто? Да, скажу круто. Имеется встроенный уровень. Вот этот зеленый кружочек нам показывает, что сейчас рулетка стоит в уровне. Вот мы чуть наклоняем, желтый цвет не в уровне, ну и красный совсем не в уровне. Точно так же и в таком положении тоже у нас показывает уровень. Еще обратите внимание, вот на верхний левый угол, здесь еще показывает нам градусы. И в таком положении тоже. Эта функция достаточно полезная. Я бы, например, использовал ее при монтаже системы канализации. Да и вообще, кто работает в какой-то сфере, где вам нужен мерить угол наклона, вот он, пожалуйста, в таком положении меряет и в вертикальном тоже. Можно изменять метрическую систему. Сейчас она у нас вот стоит в метрах, здесь указаны метры. Нажимаем на кнопочку и вот, допустим, инчи, дальше дюймы, футы и метры. Откуда у нас будет начинаться измерение? Сейчас у нас стоит, то есть от центра рулетки. То есть у нас два луча, один справа, один слева. Нам показывает, что от центра рулетки. Вот здесь тоже стоят стрелочки. То есть измерение происходит вот от центра. Мы меряем длину и можем узнать длины двух отрезков. От центра в левую сторону, от центра в правую сторону, ну и всю длину. Нажимаю на кнопочку. Раз. У нас общая длина помещения 3,66. В левую сторону 2,9, в правую 0,7. Это очень удобная функция. И вот этой кнопочкой можно изменить измерение. Сейчас измерения будут производиться вот с правого края рулетки и в левую сторону. Ну и тут несколько вариантов есть. Наоборот. И еще один вариант измерения. Но я считаю, раз у нас такая рулетка с двухсторонним лазером, поэтому
самое удобно будет мерить вот от центра. Нажимаем на вот эту функцию, кнопочку, и смотрим, что у нас здесь есть. Здесь есть измерение длины отрезка, сразу меряем длину. Далее мы можем померить кубатуру помещения, очень полезная функция, допустим, кто занимается вентиляцией, кондиционированием. Это просто квадратура какой-то стены, это я так и не понял, что мы меряем. Здесь мы меряем длину основания треугольника по двум сторонам и высоте. Здесь мы меряем длину гипотенузы по двум катетам. Здесь мы меряем, можем померить катет по гипотенузе и катету. Здесь мы можем померить по длине гипотенузы угол треугольника. Вот он указан, какой угол мы можем померить. Здесь тоже достаточно полезная функция. Мы можем померить сразу площадь двух стен, если у нас одинаковая высота. Мы замеряем здесь длину одной стены, длину второй и высоту. И сразу нам рулетка выдаст общую квадратуру. Ну и все. В принципе, все основные функции здесь есть. Еще есть такая функция интересная. Нажимаем на центральную кнопочку, удерживаем. Вот. До звукового сигнала мы перемещаем рулетку, и меняется наша длина. То есть он считывает расстояние справа и слева. То есть мы, перемещая рулетку, можем посмотреть, как у нас смещается относительно центра расстояние. Точно так же мы это все можем сейчас выключить, поменять, допустим, начало измерения, откуда у нас будет. Вот, например, давайте с левого края, и как в обычных рулетах, в принципе, это все происходит. Точно так же мы можем вот эту кнопочку зафиксировать, дождаться звукового сигнала, и тоже, перемещая рулетку, у нас размеры все считываются и вам показывает в точности все. Круто, круто, да. Таких функций я мало у каких рулеток видел. Взял я капровский уровень 1,5 метровый. Давайте же посмотрим, правильно показывает нам или нет. Рулетка считывает уровень. Ну, как видим, у нас каприк показывает четко уровень, и наша рулетка тоже горит зелененьким. Так, а теперь, чем же круто то, что у нас рулетка с двумя лазерами. Вот, нам нужно померить объем помещения. Меряем мы сначала ширину помещения. 2,76. Мне не нужно бегать, как с другими рулетками, к каждой стене. Не нужно приседать, чтобы померить высоту. Я с этой точки никуда не схожу. Сейчас меряем длину точно так же. Так, 3,47. Ну и высоту также. Я стою на одном месте, меряем высоту. Высота у нас 2,58. И автоматически нам показывает объем помещения. 24,8 метров кубических. И давайте померяем, например, нам нужно померить площадь какой-то стены. Мне нужно померить, например, заднюю стенку или та, которая находится за камерой. Точно так же я с этого места никуда не ухожу. Меряю, значит, длину стены. Она у нас 2,75. И высоту. Автоматически нам показывает, что это стенка за мной, или за камерой. 7,18 метров квадрат. 7,18. Дальше вот я вам уже показывал, вот эта функция есть. Измерение сразу двух стен. Меряем высоту. И, кстати, обращаем внимание на наш уровень, чтобы он горел зелененький. Потому что, понятное дело, если вы будете наклонить чуть рулетку, у вас высота, размер изменится. Поэтому нужно все-таки сюда смотреть, чтобы горело зелененьким, чтобы рулетка стояла у вас по уровню. Все, померили высоту. Он нам подсказывает, что сначала надо высоту померить. Сейчас померяем длину одной стены. И сейчас померяем длину другой стены. Автоматически нам показывает квадратуру двух стен. Вот. Если у нас комната прямоугольная, то есть 16,22, можно на 2 умножить, и вам, естественно, вы узнаете площадь этого всего помещения, площадь стен этого помещения. Пишите в комментариях, что вам понравилось, что вам не понравилось в этой рулетке. Я считаю, что я дал максимально развернутый обзор данного прибора. Сейчас я жду еще поступления от данной компании, еще лазерный уровень. И, наверное, в следующем видео я сделаю тоже обзор на него. Кто захочет приобрести такую рулетку, в описании под видео будет ссылочка. Перейдете по ней и можете заказать такую же рулеточку. Как всегда, за видео ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся.